В настоящее время существует огромное количество психологов, и с каждым годом это количество только растет. И совершенно непонятно, на какие критерии ориентироваться при выборе специалиста, поскольку профессия психолога все еще не лицензирована на пространствах стран СНГ. О том, как выбирать психолога, я рассказываю в предыдущем видео. В этом видео мы рассмотрим, где же искать того самого профессионального психолога. Меня зовут Зайцева Анна, и я подготовила для вас 12 пунктов, в которых я раскрою, где же искать тех самых проверенных профессионалов. Первое – это ассоциации. Приведу вам сейчас пример. Я, когда училась профпереподготовке, выбрала метод когнитивно-поведенческой терапии и ассоциацию Дмитрия Ковпака, потому что он обучался у самого создателя КПТ, у Аарона Бека. Суть в том, что у ассоциации КПТ Дмитрия Ковпака есть отдельный сайт, где они размещают своих психологов, которые имеют высшее образование, которые прошли метод профпереподготовки КПТ у них в ассоциации, они проверены, эти люди проходили супервизии, личную терапию, то есть это специалисты, которых проверила сама организация, а значит качество таких психологов очень высокое. При этом ценовой диапазон, как вы можете увидеть на сайте, я оставлю вам ссылку в описании, очень большой. От 500 рублей я находила специалистов до 20 тысяч рублей. Я думаю, каждый сможет найти себе специалиста в нужной ценовой категории. Второе – это обратиться к знакомому психологу, либо же к знакомому, который ходил или ходит к такому специалисту. Есть два подводных камешка здесь, и я сейчас о них расскажу. Первое. Если вы обращаетесь к знакомому специалисту, ни в коем случае не идите к нему на терапию, чтобы не потерять вашего друга или знакомого. Почему? Потому что у вас уже есть другие контексты, в которых вы взаимодействуете. У вас есть уже какое-то представление об этом человеке, уже есть какие-то эмоции к этому человеку, и у него по отношению к вам то же самое. Все это может помешать терапевтическому контакту. Вы можете побояться что-то сказать, вы можете не захотеть выглядеть как-то в глазах этого знакомого, вы можете попросту после терапии не захотеть видеть вашего знакомого, чтобы не вспоминать о ваших травмах, которые вы обсуждали на сессии. Поэтому с знакомым специалистом вы можете пообщаться и попросить у него контакты грамотных психологов, которые у него есть, это его личные психологи, это супервизоры, это его коллеги и так далее, и он с радостью, скорее всего, с вами поделится этими контактами. Второй подводный камень, если вы просите контакты специалиста, к которому ходит ваш знакомый, здесь важно понимать, что этот специалист может подойти вашему знакомому по его запросу, но может совершенно не подойти вам. Это важно понимать, и важно не создавать ореол на остальных психологов, на всех специалистов после похода к этому человеку. То есть если вам не подошел этот человек, а он подошел вашему знакомому, это совершенно не значит, что все психологи такие же, как он, и если вам не понравилось, то вы вообще никакому психологу больше ходить не будете. Нет, этот человек может просто не подойти вам, и вы можете попросить у него контакты другого специалиста под ваш запрос. Третье – это демо-сессии. Демо-сессии обычно проводятся в университетах, где обучают специалистов, а также в каких-либо ассоциациях. Я вам сейчас приведу пример, о котором я говорила в предыдущем видео, если вы вдруг его не смотрели. Я, когда училась на магистратуре, приходила практику в центре «Экзистенция» в Москве. Так вот, там есть некие демо-сессии со студентами-психологами. То есть вы записываетесь через сайт, я вам также оставлю ссылку в описании, записываетесь на демо-сессию со студентом. Важно понимать, что этот специалист некачественный, не профессионал, и туда не стоит выносить какой-то серьезный кейс, боль или травму, потому что вас там могут еще больше травматизировать и не закрыть. Это важно понимать. И после того, как вы прошли 50 минут с этим студентом-психологом, вы также можете, кстати, ему говорить, что вы не готовы какую-то тему обсуждать, или если вам сильно станет больно и плохо, вы можете сказать, что вы не готовы вообще продолжать дальше эту демо-сессию. Это нормально. Так вот, взамен вам экзистенция платит 5 бесплатными сессиями с проверенным качественным специалистом, у которого есть высшее образование, профпереподготовка в экзистенциальном методе, а также супервизии и личная терапия. И это 100% есть у этих психологов, потому что нахождение в таких организациях предусматривает наличие всех этих составляющих. И чаще всего супервизии предоставляются на бесплатной основе внутри центра. Если же вы хотите поискать демо-сессии в других каких-то методах, вы можете прям так и забить демо-сессии гештальт-терапия, такой-то город, и найти, и походить и очно, и онлайн, в зависимости от выбранного вами формата.
Четвертое – это бесплатные проекты от каких-либо ассоциаций. Сейчас я вам расскажу на примере и также оставлю ссылку в описании. Есть такой метод, это EMDR или ДПДГ, я о нем очень часто говорю, потому что с понедельника иду обучаться этому методу. Так вот, в ассоциации EMDR страны Казахстан есть телеграм-канал, я оставлю вам, как я и сказала, ссылку в описании. В телеграм-канале примерно раз в неделю публикуются ссылки на Zoom с фотографией и описанием всех регалий психолога, который будет проводить групповую терапию в методе EMDR, а также с названием темы, например, прокрастинация или самооценка. Это одни из самых частых тем, которые выносят на групповую терапию. Если вы опытный человек, ходили к психологам, вы уже проработанный, вам эти сессии могут быть супертерапевтичны и полезны. Если вы вообще впервые будете иметь взаимодействие с психологом, важно понимать, что там будет групповая динамика, вам лично никто не уделит времени, никто вам не поможет с закрытием вашего кейса или вопроса, но для вас плюс таких сессий в том, что вы можете присмотреться к специалисту, который проводит групповую сессию, посмотреть на него, и если вам понравится метод и специалист, вы дальше можете написать в чатике и продолжить общение со специалистом на платной основе. Также я уверена, что и в других ассоциациях других стран, других методов есть такие психологические бесплатные проекты, обязательно поищите. Плюс таких проектов в том, что психологи там проверены так же, как и в ассоциациях. Это люди с супервизиями, это люди, прошедшие профпереподготовку с высшим образованием, то есть, скорее всего, это более качественный специалист, чем вы можете найти на просторах какого-нибудь Инстаграм совершенно непроверенного психолога. Пятое – это YouTube, на котором мы сегодня с вами встретились. Дело в том, что здесь очень много психологов, которые так же, как и я, что-то рассказывают, и вы можете посмотреть, насколько вам откликается то, что говорит человек, насколько вам приятно и понятно то, что он говорит, насколько вы вообще хотели бы именно с этим человеком продолжить, и вы видите пользу, например, от видеороликов этого человека и точно понимаете, что, скорее всего, в терапии этот человек вам будет еще больше полезен. Всегда обычно есть ссылки на сайты, на запись на консультации и так далее. Я именно так нашла последнего психолога, я еще пока ей не писала. Мне понравилось, как она делает разборы звездных личностей, она работает в методе психоанализ, и я прям увидела, что этот человек мне понятен, что она говорит мне понятно, мне интересно, и я понимаю, что у нее есть знания, компетенций, которых нет у меня и которых бы я хотела себе приобрести. Вот вы точно так же можете на просторе Ютуба найти того психолога, который подходит именно вам. Шестое, у своего психолога, да-да, то есть если вы уже ходите к психологу, и вы понимаете, что раньше ваши сессии были более эффективны, более продуктивны, а сейчас как будто бы какая-то стагнация, вы не видите результата, возможно, вы даже выросли с этого психолога, это вообще совершенно нормально, или вам нужен другой метод, у вас другой запрос, вы можете по-честному сказать вашему психологу: дорогой мой, мне нужен другой специалист, пожалуйста, поделись контактами. Я так лично неоднократно делала, никто не обижался, все с радостью делились контактами специалистов. Седьмое – это блогеры. Этот пункт отличается от пункта с Ютубом, и я расскажу вам сейчас на личном опыте, что я имею в виду. Когда-то лет 7 назад я начала читать книжки по психологии, разбираться со своей кукухой, так сказать, еще до того, как я пошла к первому психологу, и я попала к такому блогеру, она популяризатор психологии, Ника Набокова, может быть, слышали, попала к ней на презентацию книги на Арбате и поняла, что хочу задать ей вопрос. И, собственно, мой вопрос состоял в следующем, что у меня есть некие нейронные связи, которые сформировали во мне некие желания, реакции, в том числе какие-то невербальные штуки, которые я транслирую в мир, и из-за этого мне попадается определенный тип мужчин. И я говорю, можно ли как-то эти нейронные связи сломать, чтобы я не хотела строить отношения с этими мужчинами. И она сказала, можно, и она предложила мне как раз-таки психолога, она говорит, напиши мне в директ в Инстаграм, и я скину тебе контакты специалиста. Она мне скинула контакты моего первого психолога, с которой я где-то год или два занималась, это Елена, это был супер матч, это был очень классный профессионал, мне, конечно, очень повезло, что я зашла в терапию с таким психологом, это был мой первый психолог, она еще и работала на Цветном бульваре очно, я работала на Петровке, мне было 5 минут после работы добежать до нее. В общем, это было вау. Поэтому, если вы не боитесь, ходите на какие-то вот такие штуки, как я, на презентации книг, задавайте вопросы, и люди с радостью с вами поделятся контактами специалистов.
Но здесь важно понимать, что если блогер делает рекламу у себя в аккаунте какого-то психолога, то, скорее всего, он его и не проверял, и не ходил к нему, а это просто реклама за деньги. Такие штуки я не приветствую. Здесь можно нарваться на какого-нибудь инфо-цыгана. 8. Это посты в соцсетях. Сейчас тоже объясню на своем примере, что я имею в виду. Около 2 лет назад ко мне в Facebook добавился в друзья психолог. Я опробовала приглашение и решила посмотреть, что же там за психолог такой. Он писал вот такие вот посты, я люблю читать, начала читать, разбираться и поняла, что это очень такой въедливый, с научным подходом, любящий психодиагностику специалист, но начинающий. Я думаю, ну окей, послежу за ним, что там у него дальше будет. И однажды он 1,5 года назад опубликовал пост, что он ищет 3 людей на 3 бесплатные сессии, то есть каждому человеку он предоставлял по 3 бесплатные сессии часовые. Взамен он просил только одно. Он говорил, напишите честный видеоотзыв о нашей работе по результатам 3 бесплатных сессий. Я написала ему, прошла эти 3 бесплатные сессии, поняла, что это супер классный специалист, оставила его контакты себе, но при этом я поняла, что он как бы не даст мне ничего нового, но я могу его рекомендовать другим своим знакомым. Так вот, к этому психологу ходил мой мужчина, несколько месяцев он решил его запрос. Этого же психолога я дала подруге, она своей подруге, и там пошла какая-то суперэффективная работа, и все остались довольны. Этот же психолог дал нам с мужчиной контакты семейного специалиста, который помог решить наш запрос в том году. И этот же психолог, я ему написала, и он мне дал контакты специалиста в методе EMDR или ДПДГ, она еще называется. И тот психолог просто был супер матч, я его теперь всем рекомендую и вообще просто иду сама учиться этому методу, потому что он мега эффективный. И все это произошло только благодаря тому, что я добавила его себе в Фейсбуке, почитала его посты и сходила на бесплатные сессии. Так вот, если вы тоже видите какого-то психолога, который публикует посты, даже если он начинающий, вы можете подписаться и подождать. Скорее всего, каждый психолог, который выходит в общественное такое пространство в соцсетях, он устраивает рано или поздно какие-то бесплатные сессии, демо-сессии и так далее. И вы можете попасть на эти бесплатные сессии, потестировать, посмотреть, как вам вообще нравится или нет. 9 пункт – это сайт B17. О нем знают немногие клиенты, но знают многие психологи. Там очень много качественных психологов, которые пишут свои статьи, публикуют их. Вы можете, я вам оставлю ссылку в описании, поискать, посмотреть, кто вам откликается. Тоже совершенно много разных ценовых категорий. Дело в том, что там есть также бесплатные сессии. Они как демо-сессии проводятся, то есть вы платите не деньгами, а конфиденциальностью. Там будет такая плашка, я вам оставлю сейчас скриншот у себя из личного кабинета, где вы можете получить бесплатную сессию, но эту сессию под запись смогут смотреть другие люди. Поэтому важно понимать, готовы вы на такое или нет. При этом на B17 проверяется образование, и там у специалистов стоят печати о том, что они имеют образование, и все это проверено платформой. Единственное, что нельзя проверить на этой платформе, это адекватность специалистов. Они там внутри, как в ассоциации, не проходили супервизии, интервизии, и, конечно, вероятно, может попасться не самый компетентный специалист. 10 пункт – это через платформу Ясно или Профи.ру. Как видно по моему выражению лица, я не супер-амбассадор этих способов, и сейчас я объясню почему. Дело в том, что там отбирают по высшему образованию, по количеству часов в определенном методе, действительно этот отбор есть, и это хорошо. Но чтобы найти там действительно грамотного специалиста, у которого нет когнитивных искажений, который ходит на личную терапию, который не захламлен каким-то магическим мышлением, нужно постараться потратить время и деньги. А почему я это говорю? У меня нет какого-то исследования или статистики по количеству того, сколько людей нашли хорошего специалиста, себе подходящего, но среди моих знакомых из 10 человек только 1 нашел подходящего специалиста. Все остальные натыкались на каких-то непроработанных, проецирующих на них свои проблемы женщин. Кому-то попадались магические психологи, которые говорили: давайте помолимся, давайте, значит, Богу молиться, надо верить в Бога, как же вы не верите, вот у вас ничего и не получается. То есть проверить адекватность психолога там очень сложно. Но если вы человек с магическим мышлением, то в целом, наверное, вам эта платформа подойдет. Также с Профи.ру могу сказать, что я искала другого специалиста там, и у меня очень плохой опыт. Я в году 2022 решила научиться играть на
пианино, это был январь, по-моему, начало года, и через профи.ру нашла специалиста, который ходил ко мне домой, у меня был пианино, я купила, и учил меня играть на пианино. И дело в том, что это был мужчина, очень взрослый, такой уже почти дедушка, и на третьем занятии что-то ему взбрендило в голову, и он начал ко мне очень откровенно приставать. Я его еле выгнала из дома, он еще орал, что он придет ко мне в субботу на следующее занятие. Я жила одна и очень переживала вообще, придет ли он ко мне, будет ли он ломиться, он же знает, что я одна и так далее. И это все произошло, потому что профи.ру проверяет только профпригодность. Да, в чем минус таких платформ? Там нельзя проверить, насколько этот человек адекватен вообще, что с его там психикой. Вот. В отличие от ассоциаций, которые предоставляют вам проверенных специалистов, проходящих супервизию внутри этих ассоциаций. Ну и последние два пункта, 11 и 12, которые касаются непосредственно людей, психологов или тех, кто учится на психолога. 11 пункт у нас преподаватели. Тоже рассказываю на личном опыте, как я нашла себе суперспециалиста и занималась с ним 2,5 года. Это кандидат психологических наук. Дело в том, что я училась на магистратуре, ходила на лекции, на семинары, и у нас были проективные методики. И мне очень понравился преподаватель, но этически было неправильно обращаться к нему за терапией, потому что я понимала, что у нас есть другие взаимоотношения. И когда закончился курс, я еще успела внутри нашего предмета протестировать ее как психолога, то есть я рисовала рисунки, она их анализировала, я поняла глубину ее знаний. И я поняла, что после окончания предмета почему бы и нет, и подошла и попросила у нее контакты, и она с радостью со мной поделилась. И 2,5 года я ходила к ней, она еще изобрела свой метод 33 рисунка, мы несколько раз его проходили за это большое количество времени, которое мы сотрудничали. В общем, это, наверное, один из самых лучших психологов в моей жизни, и он просто появился, потому что я не побоялась подойти и попросить ее контакты. Поэтому, если вы учитесь на психолога и видите какого-то человека, который вам точно резонирует, подходит, и вы прям хотите к нему попасть на терапию, я рекомендую вам не бояться и подойти к этому преподавателю и попросить у него контакты. 12 пункт – это супервизоры. Этот пункт тоже подходит только для психологов, потому что каждый психолог должен обязательно проходить супервизии. Для тех, кто не знает, супервизия – это когда мы приходим к более опытному психологу, рассказываем, какие чувства и эмоции у нас были в сессии с клиентом, чтобы как раз-таки разделить наши проекции и переносы и понести их дальше на личную терапию от действительно того, что происходит на сессии с клиентом. Дело в том, что вот я рассказываю на своем личном опыте, как я добыла классных психологов благодаря супервизорам. У меня есть 2 супервизора, потому что я работаю с онкологическими пациентами онлайн, и там эта супервизия обязательно. Так вот, одного супервизора контакты я передала подружке, она осталась в восторге, ходит к нему, начала передавать его контакты дальше друзьям, и все остались довольны. Второй супервизор, я очень хотела к ней на личную терапию, она меня, конечно же, не взяла, потому что есть этика, есть правила, но она мне под мой запрос дала специалиста, это буквально было 1,5 недели назад, я у нее спрашивала, и я таким образом приобрела еще одного классного психолога благодаря супервизорству. На этом все. Пишите в комментариях, какой у вас есть опыт поиска психологов, насколько он хороший или плохой. Возможно, ваша история поможет кому-то найти психолога. Возможно, мы расширим способы поиска профессионального психолога и сможем помочь большему количеству людей. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.